Всем привет! Меня зовут Алена, и те, кто следит за моим инстаграмом, уже видели, какую поделку в школу мы делали с ребенком. Но процесс съемки у нас занял очень-очень много времени, поэтому само видео вышло больше, чем на 30 минут. Я повырезала все, что могла, но все равно оно слишком длинное, поэтому я разделила на две части. Сегодня я вам покажу, как собрать домик, что использовать для самой основы, и постараюсь вам оставить также размеры самого домика. Ну а завтра я покажу вам, чем и как его задекорировать. Но все равно каждый из вас выбирает те материалы, тот способ, ту форму домика, который ему больше нравится. Да, домик такой распространенный осенний вариант поделки в школу, и мы далеко не ушли, тоже решили сделать что-то подобное, но, конечно же, свое. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь смотреть. Ну и начнем мы, конечно, с самой основы. Мне понадобится пенополистирол, можно брать пенопласт, и палочки, много сухих палочек, которых мы насобирали на улице. Также для основы домика беру картон, самый простой картон от любых коробок. Берите, какие у вас есть. И для прочности я склеиваю две штучки вместе. Размер у меня получается 11 на 12 сантиметров. Там у нас будет стоять домик. Будем делать домик на дереве. Вставляю палки и начинаю термоклеем приклеивать. Таким образом, со всех сторон я вставляю палочку, приклеиваю на термоклей и смотрю, чтобы сверху площадка у нас стояла ровно, чтобы домик не был кривой. И да, самое важное, обязательно высушите хорошо палочки. Просто дома пускай полежат несколько дней, иначе держаться на влажной палочке не будет. И вот таким образом можно добавлять сколько хотите палочек, веточек, или же сделать одно дерево снизу, чтобы сверху у вас был домик. Размер пенополистирола у меня 10 на 10 сантиметров, и толщина его у меня 5 сантиметров. Теперь будем собирать домик. Я его тоже делаю из картона. Постараюсь все размеры оставить в описании к этому видео. Склеиваю я тоже все на термоклей. Сверху я хочу, чтобы у меня была полукруглая крыша, поэтому я скругляю и срезаю лишнее. Можно изначально вырезать двери, окошки, я же этого делать не буду, просто сверху потом приклею. Приклеиваю теперь свою основу сверху и оставляю спереди небольшую площадку, для того, чтобы потом сделать заборчик. А с обратной стороны свой домик пододвигаю к самому краю. Теперь крыша. Что удобно с этим картоном, что вы можете выгибать крышу, выгибать свой домик и делать его хоть круглым, так как этот картон позволяет придавать ему любую форму. Выгибаю и приклеиваю сверху крышу. Но сейчас немножко про сам клей. У нас где-то полгода назад, даже чуть больше, открылся магазин в Fix Price, и знаете, с тех пор я начала пользоваться клеем из этого магазина. И скажу так, что он в принципе неплохой. У меня ничего не отваливается, и в работе он приятный, без запаха. Но есть одно но. Именно этот клей вытекает в обратную сторону. И это не причина того, что я где-то кладу свой пистолет, или же он очень сильно нагревается. Нет, это происходит только с этим клеем. Знаете, я думала, я одна такая, но после того, как мне написала девушка с точно такой же проблемой, и она использует тоже клей с Fix Price, мы подумали, что все-таки проблема в самом клее из Fix Price. Но я дальше тоже буду им пользоваться.
Так как в работе, в принципе, он меня устраивает, единственное, что если вы не работаете буквально пару минут, и ваш клеевой пистолет стоит в стороне, из-за того, что он сильно нагревается, он начинает выходить с обратной стороны. Но если у вас такая же проблема, то я просто-напросто советую или поменять клей, если вас это очень сильно напрягает, или же, как я, чистить свой клеевой пистолет, чистить его в то время, пока он еще теплый, после чего вставляю обратно стержень и весь клей, который внутри очень-очень жидкий, я его просто убираю оттуда, чтобы он не пошел с другой стороны. И все, можно дальше работать. Ну а теперь переходим к самому домику. Я заклеиваю то, что еще не заклеила, и перехожу уже к самому оформлению. У меня были вот такие палочки, и не поверите, они остались еще с моего детства, когда-то мой папа их делал, и я уже даже не помню, для чего они были сделаны. И все-таки их использовать когда-то же надо, поэтому с этих палочек я просто делаю окошки и дверь. Вместо них можно или просто нарисовать окна двери, или использовать совершенно любые палочки. Вырезаю на глаз нужный мне размер и приклеиваю. Таким образом я делаю в своем домике 2 окна и на лицевой стороне делаю дверь. Заднюю сторону своего домика я декорировать не буду. А для того, чтобы домик смотрелся более интересным, у меня была вот такая палочка с улицы, которую я переклеила сверху над дверью. Теперь сама дверь. Беру небольшой кусочек картона и вклеиваю вовнутрь, чтобы придать объем и фактуру в дальнейшем. Теперь декор. Будем делать кирпичики. Кирпичики вырезаете на глаз совершенно любого размера. У меня где-то 1 на 1,5-2 сантиметра. Я просто нарезаю прямоугольники и срезаю краешки. Да, долго, возможно, кто-то скажет, но ведь главное красивый результат. Конечно, можно ничем этим не заниматься, а просто разукрасить красками. Но пока я все клеила на термоклей и где-то формировала кирпичики, мой ребенок не только помогал мне раскладывать, но и делал свою композицию, которую я покажу вам уже завтра. Поэтому обязательно привлекайте к своей работе детей. Через 1 недельку, ты через 2 дня все доделаешь, я прям знаю. Да, надо 2 кирпичика таких маленьких, потом большой. Да. Угу. Как будто делаю вид, как будто я тут клею. Можно? Потом сделаю вид, как будто я отрываю. Я не туда приклеила. Ну хорошо. Вот. Надо еще, сделать лесенку вверх. Вверх? Да. А то как, они что, будут по веточкам поднимать? Вот так, тик-тик-тик, да? Вот так, мама, смотри, как делается. Вот так, смотри. Смотри, мам, вот так. Вот так. Или можно вот так.
Внизу сделаем мохом лестницу, понятно? Ну, кричи на тебя. Я приклеила кирпичики с 3 сторон. Теперь процарапываю дверь. Делая имитацию дерева, у нас дверь будет деревянная. И после чего можно приступать к самому интересному, это окрашивание. Окрашивать можно совершенно любыми красками. Мы решили его все-таки сделать коричневым цветом. Ну и дверь дочка сказала сделать обязательно красную. Поэтому и окошки у нас тоже были красные. Ну и вот, на этом я закончу сегодняшнее видео, для того, чтобы оно не было слишком длинным. Завтра же я покажу, как задекорировать домик до конца. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока!